Hello. Morning. Доброе утро. I'm going to start with prayer. Я хочу, чтобы мы начали с молитвы, хорошо? Lord, thank you so much for the privilege of being Спасибо here. тебе, Господь, за эту привилегию быть Lord, we здесь. pray that you fill this place with your Holy Мы молимся, Spirit. чтобы ты наполнил это место Духом Святым. Lord, I pray that it wouldn't be me or anyone else, but it would be you that Я speaks. прошу, чтобы было меньше меня, но чтобы был ты и говорил к нам. Lord, we want to hear from you. Мы хотим слышать тебя. Lord, and I pray that at the end of this time, at the end of the school, we Я прошу, чтобы change. к концу этой школы мы были изменены. Lord, that we'd be able to be history makers. Чтобы мы действительно стали творцами истории For your purpose, for your для glory. твоей цели. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Amen. Аминь. All right, well, it's really, really good to be here. Я очень-очень рад быть здесь. My name is Aaron, Меня зовут Аарон. and I am one of the leaders in Steiger. Я один из лидеров Steiger. I have a wife called Jennifer. I have a wife У меня called есть Jennifer. жена Дженнифер. And we have a new baby called Asher. He's И у 6 нас months old. появился ребеночек, ему 6 месяцев, его зовут Ашер. And they're back at home in the US. И они в Соединенных Штатах сейчас дома у себя. I'm just really excited because I just see how much passion and what God is Я doing here. действительно очень воодушевлен и рад, потому что я вижу страсть здесь. And I'm humbled to be a part of it. И я в смирении радуюсь тому, что я являюсь частью этого. I grew up in Amsterdam. Я вырос в Амстердаме. My parents, David and Jody, started a ministry. Мои родители, Дэвид и Джоди, они начали там свое служение. And we lived right on the edge of the red light district. И мы жили как раз в самом центре вот улицы красных фонарей. And so we were surrounded by homeless people and drug addicts. Мы были окружены бездомными людьми, одержимыми алкоголем, которые страдают от алкогольной зависимости. And from a very young age, I got to experience God's transformational power in the lives of broken people. И с самого маленького возраста я уже переживал вот эту силу, которую Бог дает, чтобы изменять людей разбитых. I got to see that God wasn't just some theory or something that we did on Sunday. Я понял, что Бог это не просто что-то, когда мы приходим в воскресенье на служение. He was real and He was powerful. Он был настолько силен и могущественный. And so I got to... So far we've talked about 3 of the 5 Steiger values. С этих пор мы уже поговорили с вами о 3 из 5 качествах, которые мы ценим в Стайгере. Yesterday we talked about the first one, which really is the most important one, which is seek God. Вчера мы поговорили о первом и самом важном, о том, что нам нужно достигать Бога. Everything else starts with seek God. Все остальное начинается с того, что вы начинаете искать Бога. We also talked about yesterday Мы также вчера говорили our other 2 values, о других 2 качествах или and that ценностях, we want to pursue holiness. что нам нужно достигать святости. And then last night we talked about courage. И вечером мы уже говорили об отваге. And that courage is not the absence of fear, И мы говорили о том, что отвага это не отсутствие страха, but that we're obedient in spite of fears. что это послушание несмотря на страх. I thought last night was really powerful Я считаю, что вчерашний вечер был очень могущественным. to share our fears Что мы делились своими страхами. and then go to the Word and see God's promises about those fears. Когда мы в слове искали местописания по поводу этого страха, делились этими обетованиями друг с другом. So this morning I want to talk about the last 2. И этим утром я расскажу вам о еще этих 2 качествах. And the last 2 are the cross and relevance. И еще 2 последних это крест и релевантность или общность. Соответствие. Yeah. And these 2 go together very well. И эти 2 качества идут очень рядом, причем очень хорошо срабатывают вместе. Because in Steiger we want to relevantly communicate the message of the cross. Потому что в Стайгере мы хотим говорить вот соответствующее кресту послание. You know, we want to demonstrate the power of the cross outside the church. Мы бы хотели показывать силу Господа вне церкви, чтобы она была не только в церкви. The very core of the power of the gospel lies in the death and resurrection of Jesus.
Самый корень вообще всего евангелизации, самая глубина всего Евангелия — это смерть и воскресение Иисуса Христа. When you lift up the cross, when you demonstrate the cross, Когда вы представляете или демонстрируете смерть и воскресение, крест Иисуса Христа, you unleash God's power. вы высвобождаете Божью силу. So if you have your Bibles, I want you to turn to 1 Corinthians chapter 2. Если у вас есть сегодня с вами ваши Библии, откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 2 глава, In verses 1 through 5. с 1 по 5 стих. 1 Corinthians chapter 2. 1 Коринфянам 2 глава. I'll give you a second to find it. Да, вам секундочку, чтобы вы нашли. It says, when I came to you, I did not come with eloquence. I'll read the whole thing. Eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness and with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. И был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась и не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. It says in verse 2, for I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Говорится, что нет ничего важнее, чем Иисуса Христа, причем распятого. And that's where God's power is. И вот в чем Божья сила. I said yesterday that what people need today is not more words, more, cool methodology. То, что я вчера уже с вами делился, людям сейчас не нужны какие-то красивые слова. Чем больше вы знаете, тем лучше какие-то методы новые. What people need is to experience God's power. То, в чем нуждаются люди, это переживание Божьей силы. So many young people outside the church today think that the church is just a dead, empty tradition. Потому что многие люди, многие вне церкви считают, что церковь — это пережитки прошлого и старые мертвые традиции. That it's meaningless and irrelevant to their lives. Что они безрассудные, и что они слишком такие зазнались в церкви все, и им нет дела до их жизни. They need to experience God's power. Им нужно пережить Божью силу. And the power is in the cross. А сила в кресте Господнем. Sadly, for many people today, even in the church, к сожалению, для многих людей даже в церкви, the cross has become nothing more than a cliche. Крест стал ничем более, чем просто клише. Just a piece of jewelry that you wear around your Просто neck. кусочек украшения, который вы носите на шее. It's lost its meaning. Оно потеряло свое значение. We don't know what it means anymore. Мы, к сожалению, не знаем, что это уже значит. So in our attempts to be relevant, we think that the cross is no longer important. И, к сожалению, почему-то мы начали думать, что крест уже не так важен. We think it's old-fashioned. Мы думаем, что это пережитки прошлой моды. But by taking out the cross, Но если взять вот крест, we're taking out God's power. но если мы забираем крест или убираем крест из нашей жизни, мы убираем Божью силу из нашей It жизни. says in 1 Corinthians 1:27 В 1 Коринфянам 1:27 сказано, that God chose the foolish message of the cross to shame the wise. что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. The message of the cross. Послание креста. When you lift up the cross, even when it seems foolish, that's where God's power is. Когда вы превозносите послание креста, даже когда это выглядит глупо, вот в чем сила Божья. A couple years ago, we were doing a tour of Poland. Несколько лет назад мы были в туре в Польше. We played a concert in Warsaw, and it went really well. Мы в Варшаве концерт делали, прошел он чудесно, и все хорошо шло. And there was some response. Были даже ответы, люди выходили. And the local church that we were working with asked if David, my dad, would stay behind to do a follow-up meeting. И церковь, которая была в Польше, местная церковь, попросила моего отца Дэвида остаться, мог бы он остаться и еще провести служение. So he agreed, but what that meant is that I was going to lead the team for the next few days. Но что он согласился, но что это значило для меня, что значит я в следующие несколько дней буду лидером на моей команде. And the next few days we were going to 2 prisons. А в несколько следующих дней мы должны были ехать в тюрьмы. And so we arrived the next day at this prison.
И вот мы приезжаем на следующий день в одну из этих тюрем. And, you know, it was already a challenging situation because usually my dad plays the role of Jesus and I played a different role. И вы знаете, это уже было большим вызовом, потому что мой отец обычно играл роль Иисуса, а я другую какую-то роль играл. And I had to play the role of Jesus. А теперь мне пришлось играть Иисуса. And I was going to be the one responsible for preaching afterwards. И после этого я еще должен был быть ответственен за то, чтобы провозглашать Евангелие после этого. So I was already feeling this heavy weight. И вот я чувствую на себе уже этот вес ответственности. And we got to the prison. Мы приехали в тюрьму. I don't know if you've ever been to a prison, Не знаю, были ли вы когда-либо but it's в a pretty тюрьме. intense environment. It feels, it's strange. Но это очень непривычная такая среда. Чувствуешь себя непривычно. It's intimidating. Она такая вот, ну, раздражающая, какая-то You know, you feel like устрашающая. it's just an intimidating environment. Просто неприятная такое, напряженная среда. And so we got there and it was raining. We were supposed to play out in the courtyard, but it was raining. Итак, мы должны были играть снаружи, но пошел дождь. So they moved us indoors to this hall. Итак, они попросили нас играть в небольшом холле. This tiny little stage. Маленькая такая сцена. There's no way that we could build our set. То есть нет возможности, чтобы мы расставили все свое оборудование. So we had to kind of think on our feet and be flexible. То есть мы пытались придумать что-нибудь, чтобы быть гибкими. And so we had to put together the best show that we could in this little environment. Мы постарались сделать самое лучшее, что мы могли бы с нашим спектаклем вот в этом маленьком помещении. And I was really nervous because we couldn't use some of our cool special effects. И я так переживала, потому что мы не смогли использовать самые наши крутые фишки, спецэффекты. So I thought these prisoners are going to think that I'm really lame, that I'm really stupid. И поэтому я переживала, что все эти заключенные подумают, что мы на самом деле просто какие-то глупцы. Because we have this, I think I mentioned before, we have this cool robotic coffin that comes open and breaks open with light. Я раньше упоминала, у нас вообще есть гроб такой, который на специальном там механизме, он поднимается, потом открывается, и выходит человек. It's really powerful and has a great Это impact. выглядит очень мощно и так впечатляет. But we couldn't use it. Но мы не могли использовать его. So we were trying to think of an alternative. Поэтому мы думали, какую можно использовать это. So we decided that when I was killed, I would just lay on the ground and they'd put a blanket on me. Поэтому я решил, что меня, как Иисуса, убьют, я просто упаду на землю, и меня накроют одеяло. And when it came to show the resurrection, I would just stand up. И когда придется показывать воскресенье, я просто встану. So exploding robotic coffin. Поэтому, отказываясь от вот этого робота-гроба, or under a blanket standing up. Нам пришлось вот выбирать с этим одеялом. It was a big difference. Поверьте, это огромная It wasn't very разница. cool. Это не выглядело бы круто. And so I was very nervous. И вот я переживала. And I thought this isn't going to work. Я думала, не сработает ничего, не They're получится. going to laugh at us. Они будут смеяться над нами. And so we said, oh, well, what are you going to do? We're just going to do it. Ладно, что нам делать? Просто придется сделать это. So we set up as best we could. Поэтому мы расставили и сделали все так, как мы могли самым лучшим образом. At the time came, the prisoners started to pack the Ну hall. вот, пришло время спектакля, люди, заключенные стали сходиться. They filled the room. Они заполнили комнату All полностью. these tough-looking prisoners. Такие крутые местные заключенные. You know, it's one thing in the real world when you're trying to be tough, but these are some prisoners that were in there for things like murder. Знаете, иногда в жизни вы пытаетесь выглядеть круто, но поверьте, там были люди, которые были заключены за You know, and убийство. we're trying to show, what Jesus did on the cross. We're like, this isn't going to work. А мы тут пытаемся показывать вещи, которые Иисус сделал на кресте, и нам казалось, что это не сработает. And so we went through our show. И вот пошел наш спектакль. And we showed, and I representing Jesus died on the cross. И вот я представляю Иисуса, который умирал на кресте. We lifted up the message of the cross. Мы представили им или подняли послание We showed what Христа. it meant for Jesus to die on the Мы cross. показали им, что значило для Иисуса умереть на кресте. What a horrific thing that was. Какая величественная вещь произошла. That he had to suffer to pay for our sins. Что ему пришлось страдать, чтобы заплатить за наш But грех. then, like I said, we showed that Jesus didn't stay dead. И потом, как я уже сказала, мы показали, что Иисус не остался там. That he defeated the power of death. Что Он победил силу смерти. And then even though it wasn't very cool, И даже это выглядело не очень круто. when I was laying on the ground, Когда я валялся на земле. and when the music was for me to show the resurrection, И вот музыка наступает, и я понимаю, что мне сейчас надо показывать воскресенье. I stood up to show the power of the resurrection. Я встаю и показываю силу воскресения. And there was prisoners there, and they were watching.
И вот эти все заключенные сидят и смотрят. And there was one prisoner in particular who seemed to be kind of in control. И вот один из них, он выглядел как будто такой неконтролируемый мужик. All the other prisoners were kind of watching him and seeing how he was reacting. И все остальные смотрели на него и, ожидали его реакцию. And during our concert, he was kind of getting into it, so other people were getting into it. То есть, если ему понравится, он начнет так реагировать, все остальные подключатся. And we found out later that he was out in the real world, he was a gang leader, and in the prison, he was kind of a leader. И потом мы уже знали, что когда он еще был не заключенным, он был гангстером, причем таким известным, и в тюрьме он был главным там. So I started to preach. Поэтому я начал проповедовать. And I started to say that the most natural thing in the world is to have a relationship with God. И я начал говорить, что самое натуральное или самое простое, что вы можете иметь в этом мире, это взаимоотношения с Богом. But God is holy. Потому что, но Бог свят. And we're because of the bad things that we've done, we've lost our relationship with Him. Но из-за того, тех плохих вещей, которые мы натворили, мы, к сожалению, утратили эти взаимоотношения с Ним. But because God loved us so much, но потому что Бог так возлюбил нас сильно. He sent Jesus to pay the price for our sins. Он послал Иисуса, чтобы заплатить эту цену за наши грехи. To die a horrible death on the cross. Умереть ужаснейшей смертью на кресте. But because Jesus wasn't just some prophet, Но потому что Иисус не был обычным каким-то пророком. because He was God's Son, Потому что Он был Божьим Сыном. He defeated death. Он победил And смерть. because He defeated death, И потому что Он победил смерть, I can have new life. я теперь могу иметь новую жизнь. If you want to know Jesus, Если вы хотите знать and you want Иисуса, to have a relationship with God through Jesus, если вы хотите иметь эти взаимоотношения с Богом через Иисуса, I want you to come forward and kneel. я хочу, чтобы вы пришли вперед и склонили свои I колени. was saying this in this prison, И я говорила это все в этой in тюрьме, front of all these tough prisoners. перед этими крутыми мужиками заключенными. After we just did a very dumb-looking drama, И вот когда уже мы закончили эту нашу драму, where I just stood up with a blanket over top of me. когда я встала, и это одеяло было на мне. But there's power when you lift up the cross. Но есть сила, когда вы And I говорите said, о if you кресте. want to know Jesus, come in front of everyone and kneel. И я сказала, если вы хотите узнать, кто такой Иисус, придите, встаньте перед всеми и склонитесь на свои Now you need колени. to know that I didn't feel very powerful in what I was saying. Нужно понимать, что я не чувствовала себя очень могущественной или крутым, когда я это говорила. It wasn't that I was thinking, man, I'm really powerful right now. Я не думала, что, вау, слушайте, я звучу очень круто I сейчас. actually felt the opposite. Я чувствовала себя вообще I was по-другому. saying, man, this is so lame. Я думала, боже, это полный провал, это так ужасно смотрится. But sometimes you have to just do it without necessarily feeling it. Но иногда нужно делать что-то без подтверждения ваших чувств. And so I asked people to respond. И вот я попросила людей The one откликнуться на prisoner призыв. that was kind of in control. Который вот этот самый главный, который малоконтролируемый был. There was a little bit of hesitation. Было вот какое-то недовольство, And then all of a sudden he came forward and knelt. колебание какое-то было, но потом он вышел вперед и склонился. Next thing we knew, there were 30 prisoners on the ground in front of us. Следующее, что мы увидели, 40 заключенных, 30 заключенных вышли и склонились перед нами. Склонились. Praying to receive Jesus. Для того, чтобы молиться и принять Иисуса Христа в We свое prayed сердце. out loud with them in front of all the other prisoners. Мы молились вслух с ними, со всеми другими It заключенными. was incredible. Это было It's невероятно. because there's power when you lift up the Потому cross. что есть сила, когда It вы had nothing to говорите do о with Христе. us. И от нас ничего не It зависит. had nothing to do with some amazing performance. И дело не в каких-то великолепных представлениях или Nothing to шоу. do with some powerful words. Нет ничего в этих сильных каких-то словах. It had to do with God's power. Все в Божьей силе. And the chaplain that we were working with at that prison, И вот церквушка, с которой мы работали, которая вот занималась этой after тюрьмой. that concert, he started a weekly Bible study. Пастор в этой церкви, он каждую потом неделю после нашего концерта начал библейские уроки делать с этими And we found out later that a revival was breaking out in that prison. Позже мы узнали, что пробуждение наступило в этой тюрьме. Because God's powerful. Потому что Бог And there's всемогущий. power when you lift up the cross. Есть сила в том, когда вы говорите о кресте. You need to lift up the cross. Вам нужно говорить, это должно быть вашим посланием. Communicating the cross in your ministry will revolutionize everything. Потому что тогда, когда вы приносите послание Христа в вашем Евангелии, это сделает революцию во всем вашем служении. But before you communicate the cross, you have to have a deep personal revelation of what it is. Но перед тем, как говорить о кресте, вам нужно получить искреннее, внутреннее откровение о том, что же это такое. You need to personally understand
what the cross was and what it is. Вам нужно лично пережить и понять, кто был Иисус и что значил этот крест Голгофы. So what is the cross? Что же такое крест? The cross shows the heart and love of the Father. Крест показывает любовь и сердце Бога, You know, a love so deep Отца. Его любовь такая глубокая, that he was willing to send his most precious thing he had, his son. что Он пожелал бы отправить самое драгоценное, что у Него было, это Его Сын, You know, who was killed by people that hated him. который был убит людьми, которые ненавидели Его. The cross shows the only way that we can know God. Крест на самом деле показывает тот единственный путь, через который мы можем познать Бога. That we can't do it ourselves. Мы не смогли бы узнать это сами. The cross shows how terrible sin is. Крест также показывает, насколько ужасен грех. You know, if you start to lose that sense of how terrible your sin is, Как только вы перестанете ощущать, насколько ужасен вообще грех, look at what Jesus had to do to pay for your sin. посмотрите, что пришлось сделать Иисусу, чтобы оплатить ваш We need грех. a revelation of how terrible our sin is. Нам нужно откровение о том, как ужасен грех. The cross is the basis of all God's plans. И крест – это основа всем другим Божьим планам You для know, нашей the жизни. cross shows the passion of God. Крест показывает страсть Бога, You know, that He cares about our pain and suffering. что Ему не безразличны наши боли и страдания. You know, some people believe that God is just an angry judge who doesn't care about them. Некоторые люди думают, что Бог – Он просто разозленный судья, которому нет дела до нас. The cross shows that the opposite is true. А крест показывает абсолютно другое. God cares about suffering. Господь не безразличен к страданиям. That's why He sent Jesus to die. Вот почему Он прислал Иисуса, чтобы Тот умер на кресте. You know, it shows this idea. Some people have the idea that God is just this indifferent person, force. Некоторые люди думают, что Бог это просто какая-то невидимая другая сила. You know, that Jesus is this New Age hippie that walks around with a blank expression on his face. Некоторые думают, что это просто какой-то чувак, который ходил с таким вот очень мудрым выражением на его лице. The cross shows that He cared deeply. А крест показывает, что это было очень глубокое переживание, что ему не безразлично. That He was passionate enough to suffer and die on our behalf. Что Он был настолько страстен и любил нас, что Он был готов умереть этой ужасной смертью ради нас. So you need to cry out to God. Поэтому вам нужно взывать к Господу. And you need to ask Him for a personal revelation of what the cross И вам is. нужно просить Его о личном откровении, что же такое крест значит. Before you can communicate it to others, Перед тем, как вам придется говорить с другими, you need to know it yourself. вам нужно для себя это уяснить It на needs to 100%. break you. Это должно сломать вас, You know, only смирить. then are you able to communicate it to others. Потому что только таким образом сможете рассказать об этом другим. The cross. Крест. Now the next part is about relevance. Следующая часть – это соответствие, Because we want to relevantly communicate the message of the cross. подход. Потому что у нас должен быть правильный подход Евангелия Божьего, послания. 1 Corinthians 9:22 says, 1 Коринфянам 9:22. 1 Corinthians 9:22. 9:22. I have become all things to all people, so that by all possible means I might save some. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. So we want to be able to communicate in the language of the people we're trying to reach. Поэтому нам нужно общаться с людьми на том языке, на которых мы пытаемся достичь. That's why we love to use music and art. Вот почему нам так нравится использовать музыку, искусство. And technology and И different всякие эти things. современные технологии. Because we want to communicate the message of the cross to the secularized global youth culture. Потому что мы хотели бы донести послание Христа обычным, мирским, молодежи всемирной. Jesus always spoke in the language of the people he's trying to reach. Иисус говорил всегда на языке людей, которых пытался достичь. He used analogies and parables that were relevant to the people. Он использовал аналогии и притчи, которые были бы ясны людям. You know, when he talked to fishermen, he talked about being fishers of men. Когда он говорил с рыбаком, он говорил: я сделаю тебя ловцом человеков. To farmers, he talked about planting seeds. А с фермерами он говорил о притче о семени и сеятеле. You know, we should always be asking God for new ways to effectively communicate the message of the Нам cross. нужно всегда просить Господа о новых
путях, в соответствии или взаимоотношения другим, чтобы привнести правильно это послание Иисуса Христа. You know, because so it's one of our biggest challenges, like I said, is that so many people have lost that meaning of the cross. И вы знаете, самая большая проблема в том, что многие потеряли это понимание, что же такое крест на самом They деле. see the symbol on big, beautiful cathedrals, but it doesn't mean anything anymore. Они видят теперь крест, это как огромное украшение на верхушке церкви, но теперь это уже ничего не значит. So how can we communicate the cross? Как же нам говорить о кресте? You know, I've said this like 3 or 4 times already, but we serve the Creator of the universe. Я уже 3 или 4 раза это говорил, но мы служим Творцу всей вселенной. We should be the most creative people. Нам нужно быть самыми креативными людьми. Creatively lifting up the Нам cross. нужно быть творчески возвышать послание о Христе. You know, a couple warnings about being relevant. Немножко еще находить другие еще подходы. You know, I think one important thing, and this is a big value of ours in Steiger, И это то, что мы очень ценим в Стайгере. is that we don't want to be tied to any particular trend or fashion or subgroup. Мы не хотим, вот в том, что мы ценим, мы не хотим быть привязаны к какому-то одному виду культуры или субкультуры или какой-то моде. What I mean by that is, for example, when Steiger first started in the 80s, we were reaching the punks. Что я имею в виду? Когда Стайгер начался в 80-х, мы основали его, мы пытались достичь панков. You know, that was the social movement there at the time. Потому что это было социальное движение в то время. But we're not Jesus punks. Но мы не Иисусовы панки. We're followers of Jesus. Мы последователи Иисуса Христа. Конкретно в данный момент. And if the people that God has called us to reach, И если те люди, которых мы призваны достигать, you know, are into a particular fashion, они соответствуют определенной моде или стилю, because we love them so much только потому, что мы их так любим and want to know them, и хотим узнать их чуть-чуть больше, we're going to try to understand their world. мы попытаемся понять их мысли, как они But we're мыслят. not punks. Но мы не панки. We're followers of Мы Jesus. следователи Иисуса And so Христа. oftentimes, when you're trying to be relevant, И вот иногда, когда ты пытаешься быть соответственным кому-то, you start to identify with the scene that you're trying to reach. ты пытаешься идентифицировать, быть одинаковым с той сценой, которой ты хочешь And you достичь. start to put your identity in that. И ты начинаешь себя полностью превращать в то, кого ты хочешь достичь. Our identity is in Jesus. А наша сущность в Иисусе. Not a particular culture. Не в какой-то конкретной культуре. Not a particular fashion. Не в каком-то стиле. You know, culture and fashion and these things, they destroy people. Потому что стиль и культура, они могут разрушить людей. You know, people need to know Jesus. А людям нужно знать Иисуса. You know, like the music, but you know, that doesn't mean that we can't engage where they are and be relevant in the world that they're in. Но это не значит, что мы теперь не можем достигать их в том, где они есть в этом мире. You know, we have several no longer music teams. У нас есть несколько команд No Longer Music. And what's great is the music style can be different. И это отлично, что даже музыкальные стили You know, могут because быть it can be разными, relevant to the people and what they like. чтобы соответствовать вкусам людей, что им нравится. You know, for us, music is a tool to which we can communicate. Потому что для нас музыка — это инструмент, которым мы можем общаться с It's другими. not about what kind of music we like. Это ведь дело не в том, какая музыка нравится лично You нам. know, it's about, you know, here's how a lot of times the wrong way in which it's done. Смотрите, вот как иногда делают неправильно. People say, God, I like this kind of music. Господь, люди говорят: Господь, мне так нравится вот этот стиль I музыки. like this kind of people. Мне нравится вот этот даже род людей. I want to do that, Lord. Send me there. Я хочу делать что-нибудь для них, отправь меня туда. Lord, these are my plans. Bless them. Вот я хочу так, вот мои планы, благослови их. But your response, your attitude should be this. Но на самом деле ваше отношение должно быть вот каким. Wherever you want me to go, Lord. Куда бы ты хотел, Господь, чтобы я Whatever you пошла? want me to do, Куда бы ты, что бы ты хотел, чтобы я делал? Все, что угодно. I'll go. Я пойду. No conditions. Никаких условий. No, you know, ideas of what I want to do. Никаких моих идей, что я бы хотел, чтобы Whatever you было want me to do, сделано. Lord. Все, что ты хочешь, чтобы я сделал, я буду делать. Another thing about relevance to be careful about. Нужно быть очень аккуратным с вот этим соответствием. Relevance goes far beyond external factors or outward appearances.
Потому что подход или вот это соответствие идет намного за рамки того, что мы представляем. It's not about putting on a costume to reach the lost. Суть не в том, чтобы одеть какой-нибудь костюм, чтобы достичь потерянных. You can wear all the right clothes and use all the right slogans. Вы можете одевать абсолютно нормальную одежду любого стиля, любого бренда. But still be out of touch with what's really going on. Но также быть не в курсе того, что же происходит с теми людьми. Being relevant means we need to push beyond the surface. Быть соответственным — это значит beyond the surface. Like, so it's not just kind of superficial. Не суперофициальным быть. You know, we быть не на поверхности. need to connect with people in a real way. Нам нужно коммуницировать или общаться с людьми на их пути, в их понимании, так как они видят. That means we need to really know people. То есть нам нужно действительно знать людей. You know the cries of their hearts. Знать Христа в их сердце, как привнести этого Христа. Know their fears. Знать их their страхи, struggles, их their страдания. view of the world. Как видят они этот You know мир. how their dreams and their aspirations. Как они мечтают, что их вдохновляет. The questions they're asking. Какие вопросы они задают. You know, a lot of times, especially in the world of music and art, a lot of times we don't even know the people we're trying to reach. Иногда, и причем во многих случаях, особенно в мире искусства и музыки, мы даже не знаем тех людей, которым мы пытаемся донести послание. So when we get on a stage, Поэтому, когда мы выходим на сцену, we're answering questions that people are not asking. мы отвечаем на вопросы, которые люди не задавали. We need to know people, Мы должны знать людей, know what's on their hearts, знать, что в их сердце. so that when we're communicating, Что, когда мы уже общаемся с ними, we're answering questions that чтобы they're мы asking. отвечали на те вопросы, которые они задавали когда-то. You need to know the people God's calling you to reach. Вам нужно знать тот род людей, которым Господь призывает вас. There's a tension though. Также есть на что нужно обратить внимание. You know, while we should try to be as relevant as possible in the way we communicate the message, Пока мы пытаемся быть наиболее соответственными, чтобы донести послание к такому вот роду людей, которым мы считаем мы призваны, our attempts to be relevant should never compromise our clarity. Our attempts to be relevant we should never compromise how clear we are with our attempts to be relevant. Наши попытки быть соответственными не должны никогда стать между нами и нашим четким пониманием нашего послания. То есть мы не должны прогибаться, чтобы быть похожим на кого-то и при этом ущемлять свою веру, нашу стойкость. For the sake of relevance, it's really easy to water down the message. Потому что в тот момент, когда мы пытаемся быть соответственными, очень легко размыть послание, сделать его нечетким. You know, we kind of want to obscure or speak in code. Мы хотим как-то вот так обходительно разговаривать, при этом не говорить ничего конкретного. You know, and a lot of times because we're afraid, you know, to offend or get mocked. Потому что в основном, что мы боимся обидеть человека или быть обижен, нет. Чтобы нас... Relevance is about clarity, not popularity. Relevance is so we can be clear, not so that people will like us. Соответствие или подход говорит о том, что вы должны быть четкие, в чем вы говорите, а не то, что вы должны понравиться людям. Also, relevance doesn't mean we should compromise morally with the people we're trying to reach. Также соответствие не значит, что мы должны идти на компромисс больше и больше с теми людьми, которых пытаемся достичь. You know, it's so common for people who want to be relevant. Это так уже стало нормальным, что или знакомым, когда люди пытаются быть соответствующими тому роду людей, которые достигают. To have loose standards on things like language. И они теряют стандарты даже в том, как они говорят. Or alcohol. Они начинают использовать бранные слова или алкоголь использовать. Or different things like that because they think they're being relevant. И все это делают лишь потому, что они хотят просто соответствовать тому пониманию людей, которые достигают. You know, we need to not compromise for the sake of relevance. А нам не нужно идти на компромисс, чтобы быть соответствующими. Ultimately, relevance is about love. Также соответствие, оно включает в себя любовь. If you don't love the people that God is calling you to reach, you're not going to be relevant. Если вы не любите тех людей, которые Господь призвал вас достичь, вы никогда не станете соответствующими или подходящими. If love isn't what's motivating you to reach people, Если любовь — это то, что мотивирует
вас достигать этих людей. Your evangelism is going to be judgmental. Если любовь это не то, что вас мотивирует, то ваш евангелизм будет таким осуждающим, Self-righteous, будет самооправдывающим, and more than anything, ineffective. и ничего больше эффективного в нем не будет. You know, in order to truly reach people, you have to love them. Чтобы действительно достигать людей, вам нужно действительно любить их. You know, it's amazing because you look throughout church history, especially recently. Это удивительно, потому что если посмотреть вообще на наши церкви, особенно вот те, которые вот недавние, что происходит в церквях, And the way that the church acts towards people outside the church. то, как церковь реагирует на людей, которые вне церкви, It's unbelievable. она просто невероятная эта реакция. We have this us versus them mentality. У нас есть мышление такое, мы против них. Like we're combat against the evil people out there. Как будто мы выходим сражаться против злого народа, который вне церкви. What if a bad club moved into your neighborhood right next to a church? Представьте, что какой-нибудь ночной клуб, он просто переехал, и они стали поселились рядом с вашей церковью. Ну, в общем, такой самый страшный ночной клуб с проституцией и наркотиками, ужасными вещами. How often do we respond in the church? Как часто мы откликаемся в церкви? We need to do battle against these evil people. Что нам нужно сделать прямо целую битву произвести против этих людей, выйти в бой. Нам нужно молиться против них. Нам нужно ходить кругами вокруг этого ночного клуба и просто провозглашать против них. Но если бы был Иисус здесь, Он бы что сделал? Он бы пошел в те места. И Он бы попытался узнать людей. Потому что так любит Он сильно этих людей. И Он бы хотел идти туда, где они. Потому что те люди, они не враги. Они те же, за кого Иисус тоже умирал. И поверьте, это не всегда значит, что легко будет любить. Итак, я уже делился с вами многими историями из Турции, как мы делали много концертов. Для меня, если честно, турецкие ребята и вообще народ, и мне сложно любить их. Потому что они очень такие черствые люди. Они очень агрессивные. And when I'm there, oftentimes I'm struggling to really feel God's love for them. И когда я там, в тех местах, часто я просто сражаюсь с этим чувством, чтобы позволить Богу любить их через меня. And a couple of years ago, we were in a small town in southeastern Turkey called Silvan. И несколько лет назад мы были в южном маленьком городке Silvan. And it was very, very hot, like 40 degrees. Было так жарко, около 40 градусов. And there's this town, there's no church. И опять-таки город, в котором нет церквей. Really lost place. Вообще потерянное Богом забытое место. And we were setting up in this square in the center of this town. Мы расположились снова на площади в центре города. And so we were setting up our concerts. Мы расставляли все для нашего концерта. It was incredibly hot. Было ужасно жарко. And there was all these kids surrounding us. И вот сбежались дети и окружили чуть ли не нас. And I don't know about how parenting works in Turkey, but these kids were out of control. Я не знаю, как люди детей воспитывают в Турции, но эти дети были просто бесконтрольные. They would run up to our girls and slap them. Они подбегали к нашим девушкам и просто их пощечины давали. And just unbelievably disrespectful. Они просто были удивительно без уважения, никакого уважения. Took everything inside me not to want to punch one of these little kids. И каждому из нас внутри хотелось так вот просто задать этим малым. And then to make things worse. И это дело приводило все к тому, что становилось только хуже. The night before we'd done a concert and preached very openly. За ночь, за день до того, как мы должны были начать концерт и говорить открыто об Иисусе. And so the police had followed us to the city. Полиция преследовала нас прямо до этого города. And they were looking for an excuse to shut us down. И они искали повод, чтобы нас прикрыть. So they were telling the little kids to pick up rocks and throw them at us. Поэтому они подговорили этих маленьких детей, чтобы они брали маленькие камушки и бросали в нас. And yell at us and call us infidels. И кричали на нас неприемлемыми словами, to try to provoke a reaction. Чтобы спровоцировать нас. Which they almost did for me. Что
в принципе, они уже почти сделали для меня, я уже был готов. And I was feeling so much anger. Я чувствовал столько злости. And I was praying to God and just kind of complaining. И я молился Богу, но это было уже чуть ли не ропот. Saying, God, I don't want to be here. Господи, да я не хочу вообще здесь быть. I don't like these people. Да мне вообще они не нравятся. And all of a sudden, God, I don't know, came into me and just and broke me. Но в этот момент пришел Господь и просто смирил и сломал меня. И Он показал мне. Here are these people that are trapped. Вот эти люди, которые в ловушке. They have no opportunity to know Jesus. У них вообще никакой возможности не узнать об Иисусе. They're lied to. Они живут в мире полном лжи. They're oppressed. Которые они в депрессии, они вот. And are you willing to put up with a little bit of annoyance? А ты не можешь чуть-чуть потерпеть просто. So they can hear the truth. Чтобы они услышали истину. You know, these people that are trapped in this cage. Представьте, люди, они просто как клетки, заточены. И мое сердце тогда оно And my сломилось. entire attitude changed. И вся мое отношение к этим людям поменялось. You need to get God's broken heart for the lost. Вам нужно иметь вот это Божье сердце для потерянных. And it's not until you have that broken heart И пока у нас не будет его, that you're able to communicate the cross relevantly to them. вы не сможете искренне принести это послание креста к ним. Now, getting God's broken heart for the lost is not something that you can just do on your own. И говорить, вот это, принести послание креста к людям, это не то, что вы можете сделать сами по себе и своими силами. You can't just kind of build up the emotions, well them up inside. Вы не можете просто как выстроить эти эмоции или сделать все, притвориться, что вы такое вот можете все рассказать. What you have to do is pray. Все, что вам нужно делать, это молиться. Repent to God for your apathy and lack of love for the lost. Молиться о том, чтобы Господь возбуждал в вас жажду о потерянных. And ask Him to fill you with His love. Чтобы Господь наполнял вас своей любовью. And it goes back to seeking God. И это снова возвращает нас что в первое? Поиск Бога. Евреям 6. God rewards those who seek Him with a desperate heart. Господь вознаграждает тех, кто ищет Его отчаянным We need сердцем. to persistently praying for God's heart for the lost. Нам нужно отчаянно молиться, чтобы Господь нам давал сердце об этом потерянном мире. Keep praying and praying. Продолжайте молиться и молиться. Until God breaks your heart. До тех пор, пока Господь не сломит ваше сердце. You know, one thing that you can do if you go back to your city and you're asking for God for next steps. Итак, и что вы можете, например, сделать следующее? Это вернуться в свой город и молиться Богу и просить о следующем шаге. You can go to the places where people are. То есть пойти в то место, где, в принципе, зачастую бывают, люди собираются. And just start to pray. Начните молиться. And say, God, give me your eyes for these people. И говорите, Господь, дай мне твой, как ты видишь этих людей, свой взгляд на этих And then as людей. you talk to people, И потом начните говорить к get to людям. know them. Начните узнавать их, Get to know what's знакомиться. in their hearts. Узнавайте, что в их сердце. Just listen. You don't have to preach right away. Просто слушайте, вам не нужно проповедовать в Hear этот what's on момент. their hearts. Просто говорите, узнавайте их, что в их Write сердце. down their name. Пишите, записывайте их имена. And then later pray. А впоследствии Ask молитесь God за to них. break your heart for them. Молитесь, чтобы Господь дальше продолжал That's сменять the ваше foundation сердце that you о need. них. Вот какое основание вам нужно. Ask God to break your heart for the lost. Молитесь, чтобы Господь разбивал ваше сердце для потерянного мира. Last thing about relevance. Последнее о соответствии. There's a lie out there that people reject Jesus because we haven't communicated it relevantly enough. Есть такая ложь или обманчивое понимание, что люди не хотят слышать об Иисусе, потому что мы недостаточно соответственно говорим об этом. This idea that if only we could communicate it well, they would accept it. То есть идея такая, если бы мы достаточно хорошо с ними общались или коммуницировали с ними, то тогда бы они приняли это послание. Relevantly and lovingly sharing the gospel does not mean that everyone's going to accept it. Соответственно, или искренне делиться посланием в любви не значит еще, что все его примут. It doesn't mean you're going to be loved back. Это не значит, что вам ответят тоже с любовью. Being relevant doesn't mean you're going to avoid being foolish. Быть соответствующим для этого мира еще не значит, что вы избежите того состояния, что вас будут считать глупцом. The gospel is confrontational. Послание само, оно вызывает к себе конфронтацию, то есть такую ответную реакцию неприятную. It's foolish and offensive. Потому что оно юродство проповеди написано в Библии, что оно непонятно для этого мира. You know, Paul, the Apostle Paul, worked really hard to communicate the gospel relevantly.
Апостолу Павлу даже было сложно правильно нести Евангелие, соответственно, для каждого рода людей, с которыми он общался. Whether he's speaking to Jews or Greeks or Romans. Говорил ли он с римлянами, с евреями или еще с кем-нибудь? But he recognized that the gospel was going to be foolish to some. Но он также понимал, когда он нес Евангелие, что для кого-то Евангелие будет просто огромной глупостью. Trying to make the gospel cool is a mistake. Также пытаться сделать Евангелие крутым, тоже огромная ошибка. Like I said, relevance is about clarity, not popularity. Как я уже сказала, соответствие или достаточно понятное Евангелие, оно не в крутости или не в популярности, оно в четкости. You know, when you share the message of the cross, когда вы делитесь посланием о Христе, there are going to be people that mock and ridicule. Будут люди, которые будут, противостоять, будут радикально относиться к этому. Люди будут вам угрожать, люди будут обижаться на вас. Just like they were for Jesus. Так же, как они обижались на Иисуса. You know, that doesn't mean we want to communicate the gospel in an offensive way, of course. Это также значит, что мы не должны теперь внести Евангелие тоже в такой обидчивой форме. But if you're the kind of person like me, но если вы такой человек, как я, that's kind of a people pleaser, который пытается угодить людей, this is something you're going to have to get over. Вам придется с чем-то смириться или что-то в себе разобраться в чем-то. You're going to have to be willing to be foolish and to be and sometimes offend people. Иногда вам придется выглядеть даже глупо и быть обиженным людьми. Because the gospel is offensive. Потому что на самом деле Евангелие, оно для людей звучит очень обидно. Okay, so this is what I want to do. I want to break up into small groups again, 3 or 4. Я попрошу вас сейчас что сделать? Разбиться снова на 3-4 человека группы. 3-4 человека. I have a few questions that I want you to talk through. Я бы хотел, чтобы есть несколько вопросов, которые вы обсудили в своих группах. Okay, so what I want you to do is, in your own words, вашими словами, I want you to describe what the cross is to you. Я бы хотел, чтобы вы своими словами описали, что для вас значит крест Иисуса Христа. What is the cross? Что такое крест? And then I want you to talk about what are some misconceptions that people have about Jesus. А потом я хочу, чтобы вы обсудили, какое недопонимание у людей есть об Иисусе. Неправильное понимание о кресте. И как нам преодолеть эти недопонимания или ошибочные мнения. А также я хочу, чтобы вы поговорили потом, дал ли вам Господь разбитое сердце этим потерянным людям. И опишите то время, когда Господь открывал вам или давал вот это смиренное сердце для кого-то, вы увидели в ком-то того человека, о котором Господь просто взял и раскрыл ваше сердце, и вам была не безразлична его жизнь. И последнее. И последнее хочу, чтобы вы описали того человека, которого вам было нелегко любить. И как Господь вас учил любить его все равно. One last thing I want to just say about love. Последнее, что я хочу сказать вам о любви. The measure of how much you love someone or something. Та мера, которую вы любите кого-то или что-то, is the extent to which you will sacrifice for that person or. Она измеряется в том, насколько вы готовы пожертвовать ради них. You know, that's why Jesus demonstrated his love on the cross as the ultimate expression of love. Вот его мера Иисуса Христа, то, как он возлюбил нас, это было проявлено на кресте. Вот его жертва. But when God breaks your heart for lost people, но когда Господь разбивает, сокрушает ваше сердце о потерянном мире, it's going to show because you're willing to sacrifice your money. Это будет явно, потому что вы будете готовы пожертвовать своими деньгами, your time, вашим временем, comfort, вашим комфортом, your reputation. Вашей репутацией. When God puts this broken heart in your life, когда Господь вкладывает сокрушенное сердце в вашу жизнь, you're willing to sacrifice to reach them. Вы будете готовы чем-то жертвовать, чтобы достигать этих людей. Okay, so let me just repeat the question. Давайте я снова повторю вопросы для вас. What does the cross mean to you? Простыми словами, что для вас значит крест? What are some misconceptions that people have about Jesus and the cross? Какое неправильное понимание существует сейчас у людей о кресте? How can you overcome these misconceptions? Как можно преодолеть эти недопонимания?
Describe a time in which God has given you a broken heart for someone. Расскажите о том, когда Господь, возможно, давал вам сокрушенное сердце о ком-то. Describe a situation in which someone was not easy to love and how God called you to love them. Опишите человека, которого вам было нелегко любить, но Господь все равно вложил вам в сердце понимание того, что вам нужно его любить, и как помог вам полюбить. Okay, so let's break up in groups of 3, 4. Давайте, пожалуйста, разделимся на вот эти группы по 3, по 4 человека, можно больше. We'll talk about this and then we'll come back together in 15 minutes. Поговорим об этом и снова вернемся на свои места. 15 минут на все это.